Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на январь 2024 года. Мы с вами входим в Новый год, это новая страница жизни, поэтому год, кстати, непростой, но очень важный и значимый. И основу, фундамент этого периода мы как раз будем закладывать в январе. В особенности обратите на первое новолуние. В этом году обратите свое внимание, оно состоится у нас 11 января, поэтому составляйте плакаты визуализации, карту желаний, прописывайте в ежедневнике своем целеполагания, планы, задачи, может быть, ваши мечты. Это все очень важно. И даже если вы к этому относитесь скептически, попробуйте. И я думаю, результаты вас приятно удивят. Как это делать? Ссылку на это видео я оставлю в комментариях. А мы с вами приступаем к раскладу. Итак, основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Смотрим, что у вас здесь. Итак, основные энергии месяца. Карта Солнца. И это само по себе прекрасно, потому что Солнце всегда дает нам радость, энергию, дает стимул. Это карта отдыха, восстановления, радостных моментов, приятных событий, впечатлений, воодушевления. Ситуация, когда вы проливаете свет на те либо иные ситуации, открываете для себя истину. Опять же, предметно это месяц, когда вы можете гордиться собой, какими-то своими успехами, достижениями, потому что Солнце — это радость. Радость за себя, за ваше окружение, за ваши достижения. Ну, то есть, и потому что, видите, здесь даже как нимб. Вы сами для себя будете как святой или святая, потому что эта карта говорит, что вот озаренный светом. То есть появляется какая-то мотивация, радость и вкус жизни. Конечно, карта многогранна, и для вас она может отозваться в любой сфере жизни. Мы с вами дотянем. Здесь ложится король жезлов. Для девушек и женщин это может быть акцент на взаимодействии с мужчиной, огненной стихии, овен, лев или стрелец. И как следствие мужчина, который озарит вашу жизнь. Не обязательно это вопросы личной жизни. Это может быть партнер, коллега, друг, знакомый, но который подарит вам какую-то радость, вкус жизни, замотивирует на какие-то действия. Ну и, конечно же, здесь по этим картам это может быть еще совместный отдых или путешествие, ну, как следствие для вас. Знаете, как совмещать приятное с полезным. Помимо отдыха, культурная и просветительская программа образования. Смотрим с вами вопросы работы. Здесь у нас ложится семерка мечей. Непростой аркан. Почему? Потому что, с одной стороны, он может говорить о ситуации, что кто-то в отношении вас плетет интриги и пытается вас подсидеть. С другой же стороны, может вам сулить устройство, трудоустройство, но неофициальное. То есть вы можете зарабатывать, не могу сказать, что нелегально, просто заработная плата в конверте. Давайте смотреть и оценивать ситуацию в целом. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Семерка мечей и тройка мечей. Здесь могут поступать какие-то сомнительные предложения, но благо вам хватит разума пролить свет на ситуацию, не вступить в какие-то сомнительные или путанные ситуации, не участвовать в каких-либо сомнительных проектах, потому что здесь это чистой воды мошенничество, в которое вас будут пытаться вовлечь. И еще здесь в положительном ключе это может быть цель, у кого-то призвание, как сокрыто, не озвучивая, не афишируя никому, заниматься волонтерскими проектами, то есть кому-то помогать лечить израненное сердце. Может быть, в качестве социального работника, психолога или действительно волонтера, который сокрыто оказывает помощь или поддержку. Почему сокрыто? Потому что для вас это вопрос благотворительности высшей степени, о которой не нужно говорить, не нужно афишировать. И если же будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас сейчас является соискателем, то семерка мечей, и у нас аркан падает справедливость. Может быть трудоустройство, знаете, какого плана? Семерка мечей — это по чьей-то протекции. Даже открываю колоду, ложится здесь тройка чаш. Это благодаря связям, по знакомству. То есть не проходя какие-либо экзамены, либо оценку по блату. Если вот дословно, вас могут действительно здесь взять на какую-то работу.
Смотрим ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником. А вот здесь нашла коса на камень. Семерка мечей, пятерка мечей. Это конфликт, где вас действительно пытаются выжить с рабочего места, подсидеть, ставить палки в колеса. И здесь это предвидеть эту ситуацию по отношению к вам со стороны ваших коллег. Ну и более того, раскрывая колоду, здесь ложится туз мечей. То есть ситуация будет достаточно острой. Нужно будет предпринимать меры. Сейчас даже спрошу, о чем вам здесь говорят карты. По императрице для большинства из вас это может быть кардинальная смена деятельности, то есть уходить в другое русло, в другую нишу. Может быть та же сфера, но другое предприятие, другая фирма, а у кого-то даже смена деятельности в целом. То есть, знаете, вот как с чистого листа. Смотрим ситуацию для тех, кто владеет собственным делом. У вас по рыцарю монет ситуация стабильна, но семерка мечей говорит о том, что здесь будут какие-то козни или интриги, проволочки со стороны ваших конкурентов. Конечно, вы все это предвидите, подстрахуетесь, но это будет такой месяц, где вам ваши оппоненты несколько потрепают нервы. Финансовая сторона вопроса. Здесь ложится карта Луна. Луна всегда с точки зрения финансов у нас показывает на непостоянный приток денег. Иными словами, то густо, то пусто. И сама по себе она, конечно же, всегда указывает на большие расходы. То есть ваши расходы будут превышать ваши доходы. По крайней мере, в течение месяца. Потому что Луна у нас всегда отвечает за лунный цикл. Дотягиваю карту, здесь ложится пятерка жезлов. Вот видите, это действительно как борьба. Не могу сказать, что с финансовыми трудностями, но действительно трат будет великое множество. Только тут успевает находить ресурсы для того, чтобы закрывать все базовые и потребности, и те ситуации, которые будут возникать на вашем жизненном пути. Но, тем не менее, ресурсов вам хватит. Если мы с вами посмотрим вопросы состояния здоровья. Двойка жезлов. Двойка жезлов у нас карта альтернативы. С точки зрения состояния здоровья она у нас отвечает за связки, сухожилия, мышцы, мышечный корсет в целом. Поэтому если у кого-то есть с этим проблемы, обращайте на это внимание, на эластичность связок. Не перенагружайте себя физическими нагрузками без разогрева, потому что можете создать себе микротравмы. То есть вам, я думаю, это ни к чему. И вопросы личной жизни по четверке мечей. С одной стороны, карта и состояние покоя, и вроде бы нет никаких изменений. А в некоторых случаях это может быть пауза и, как следствие, замороженный союз. Так ли это? Давайте смотреть, давайте прояснять ситуацию. Для тех, кто у нас сейчас свободен. Четверка мечей и туз мечей. Я могу сказать, что на повестке дня у вас может здесь состояться знакомство. Немножко поднесу, чтобы вам было видно. И человек вас здесь будет цеплять своим интеллектом, своим менталом. Здесь будет зона комфорта и спокойствия. Но общение будет пока что в дружеском формате. Перерастет ли она во что-то в дальнейшем, мы сейчас посмотрим. Но изначально это, знаете, как общение или знакомство по интересам. В дальнейшем здесь падает карта звезда, ваши надежды могут оправдаться, но звезда это всегда длительный цикл или период ожидания. То есть если вы готовы в это вкладываться и, скажем, видите в этом ресурс, то действуйте. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках, как мы видим, у вас здесь ложится семерка жезлов. Семерка жезлов это бороться, а в некоторых случаях закрываться. Сейчас даже... Видите, двойка мечей. Вам надоест здесь быть на вторых ролях или в качестве запасного аэродрома, потому что вы постоянно должны были каким-то образом оправдывать ожидания вашего партнера или партнерши. И в рамках этого месяца вы можете поставить ваше общение или отношения на паузу, потому что устанете от такого положения вещей. Для тех же, кто у нас состоит в стабильных союзах, у нас здесь ложится туз чаш. Четверка мечей и туз чаш это как после периода застоя, затишья. Это попытка обновить чувства, обновить эмоции, влить в них новые чувства. Более того, это карта, которая говорит о ситуации совместного отдыха, отпуска, потому что четверка мечей и туз чаш это как совместно проводить время, отдыхать. Более того, открываю колоду, здесь ложится карта мир. Это поездки, это путешествия. То есть это как приятное времяпрепровождение, которое сплочает ваш союз, ваши отношения. Смотрим ситуацию относительно рекомендаций от карт. Здесь ложится восьмерка монет. Это карта, которая говорит о том, что
Обратите свое внимание на карьеру и работу. В этом месяце здесь будут знаковые перемены и изменения. И это активный месяц работы над самими собой. Над улучшением качества жизни, над улучшением своего состояния здоровья и, знаете, как ковать перемены. Почему ковать? Потому что если мы оценим все те арканы, которые у вас ложатся, у вас действительно это будет месяц просветления и понимания, что в жизни шло не так, что служило этому причиной, ну и, соответственно, как это исправить. А мы с вами посмотрим сейчас неожиданность периода, что у вас здесь по арканам. Букет, кольцо, птицы. Дно колоды книга. Прекрасные арканы. Итак, для кого-то, если мы посмотрим, это обретение нового союза, ну, в частности для тех, кто свободен. Для тех, кто в стабильных связях, это укрепление отношений. И если вы, допустим, встречались или сожительствовали, может быть цель или желание ваши отношения перевести на новый уровень. У тех же, кто у нас сейчас в любовных треугольниках, это будет такой посыл или потребность раскрыть ваши отношения, так сказать, сделать их открытыми, потому что книга — это озвучить, это вынести на всеобщее обозрение. Будет ли доволен этим ваш партнер или партнерша, это другой уже разговор. Ну и в целом эти карты показывают на новое плодотворное сотрудничество благодаря каким-то связям. Потому что букет, кольцо — это для вас союз как праздник, как радость, как благость благодаря вашему окружению. Потому что птицы — это, опять же, в данном случае, видите, они здесь поют. Это как через связи, через знакомство. Поэтому в таком ключе. Месяц в чем-то непростой, но на самом деле несет действительно очень благоприятные для вас перемены. Самое главное — это развидеть. Закроем вам этот период небесными светилами, чтобы действительно вся информация вам шла со знаком плюс. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как по факту отозвался расклад и информация, какие перемены у вас произошли. Буду вам признательна за обратную связь. Вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.